Когда во двор частного дома привезли старую собаку, хозяева даже не представляли, насколько сильно она изменит их жизнь. Собака была уже совсем пожилой. Седая морда, мутные глаза, тяжелая походка и старые шрамы на лапах. Всю свою жизнь она провела на цепи во дворе, почти не зная свободы и человеческой ласки. Ее звали Лада. Новые хозяева взяли ее для охраны дома. Они надеялись, что даже в преклонном возрасте собака сможет сторожить двор и предупреждать их о чужих. Но Лада почти не лаяла. Она просто лежала возле своей будки и часами смотрела перед собой. Казалось, она уже привыкла к своей судьбе. В этом же дворе давно жила небольшая серая кошка по имени Мира. Она была настоящей хозяйкой территории и сначала очень осторожно относилась к новой соседке. В первый день кошка долго наблюдала за Ладой издалека. Потом подошла ближе, села возле будки и несколько минут просто смотрела ей в глаза. Собака тихо пошевелила хвостом. С этого момента между ними началась необычная дружба. Каждый день Мира приходила к Ладе. Она ложилась рядом, терлась о ее лапы, иногда забиралась на старый коврик возле будки и спала рядом. Лада отвечала ей тихим поскуливанием и осторожно облизывала кошке голову. Хозяева заметили, что старая собака словно ожила. Она стала чаще вставать, ходить по двору и даже иногда вилять хвостом. Но цепь все равно оставалась на месте. Однажды утром хозяева ушли по делам, оставив животных во дворе. Лада лежала возле будки и пыталась дотянуться до миски с водой. Цепь была слишком короткой, а сил у собаки становилось все меньше. Мира сидела неподалеку и внимательно наблюдала за ней. Потом кошка подошла к цепи. Она долго нюхала старую веревку, которой цепь была привязана к металлическому креплению. Затем неожиданно начала грызть ее. Сначала ничего не происходило. Мира не сдавалась. Она снова и снова впивалась зубами в потрескавшиеся волокна, отступала, отдыхала несколько секунд и начинала заново. Наконец, веревка не выдержала. Раздался тихий хлопок, и цепь упала на землю. Лада сначала даже не поняла, что произошло. Она поднялась, сделала шаг, потом второй. Ничто больше не тянуло ее назад. Старая собака вдруг замерла посреди двора, а затем произошло то, чего хозяева никогда не видели. Лада побежала. Не быстро, не уклюже, иногда спотыкаясь, но она действительно бежала. Она носилась по двору, прыгала через небольшие лужи, крутилась вокруг своей будки и радостно махала хвостом. Мира бегала рядом. Кошка словно тоже понимала, что произошло. Когда хозяева вернулись, они увидели необычную картину. Старая собака лежала на траве совершенно свободная, а рядом с ней сидела кошка. Лада подняла голову и посмотрела на хозяев. В ее глазах впервые за долгое время не было усталости. Там была радость. Хозяева поняли, что больше никогда не посадят ее на цепь. С того дня Лада стала свободно гулять по всему двору. Она состарилась еще сильнее, но теперь каждый ее день был наполнен солнцем, прогулками и дружбой с Мирой. А кошка по-прежнему спала рядом с ней. Иногда самые маленькие существа способны совершить для нас нечто огромное. Мира не могла сказать ни слова, но своим поступком подарила Ладе самое ценное, чего у нее никогда не было — свободу. И, возможно, именно поэтому последние годы своей жизни старая собака прожила по-настоящему счастливой.